Рецепт дня: мясные диетические зразы с картофелем и сыром. Энергетическая ценность готового блюда на 100 грамм составляет всего 173 килокалории. Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Дорогие зрители, я рада приветствовать вас на своем канале. Для приготовления этих вкусных, сочных, необычных котлеток нам понадобится фарш 1 килограмм 600 грамм. У меня готовые полуфабрикаты. Как вы видите, фарш петелинка из куриных грудок, 2 пачки как раз таки 800 грамм. И 2 пачки 800 грамм фарша из свинины. Свинину я добавляю для того, чтобы котлеты были более сочными. Следующие ингредиенты: это 3 куриных яйца, небольшой кусочек сыра по весу примерно 100 грамм. Сыр вы можете брать любой, у меня гауда 45% жирности. Из овощей нам понадобится 200-250 грамм картофеля. Это 2-3 клубня средних по величине. Столько же репчатого лука, 2-3 штуки, общий вес 200-250 грамм. И свежая зелень. Зелень вы добавляете по своему вкусу. Я добавила укроп 30 грамм, 5-7 веточек. Из приправ нам понадобится соль. Ее вы также добавляете по своему вкусу. Я добавила 1,5 чайной ложки. Также я взяла стандартную приправу для фарша, 1 чайная ложка. И черный молотый перец, также 1 чайная ложка. Приступаем к приготовлению, и для начала я вскрываю пачки с фаршем и перекладываю их в емкость. Теперь нам необходимо почистить лук, примерно как-то так. Лук вместе с зеленью я буду измельчать в комбайне. Если у вас нет кухонного комбайна, то вы можете просто мелко нарезать репчатый лук и также мелко нарезать зелень. Вот такая луковая зеленая масса у меня получилась. Перекладываем эту массу в наш фарш. Теперь через этот же комбайн я пропущу сыр. Вы, в свою очередь, сыр можете натереть на крупной терке. Перекладываем натертый сыр в отдельную емкость. Теперь в фарш нам необходимо добавить яйца. Причем мы добавляем 1 яйцо целое, а 2 остальных, от них нам понадобятся только белки. Желтки кладем в емкость отдельно. Заранее отварите картофель и его растолките до состояния пюре. Я готовлю картофеля пюре побольше, для того, чтобы еще у меня был готовый гарнир на обед. Теперь осталось добавить в фарш специи. Добавляю соль, приправу для фарша и черный молотый перец. Затем этот фарш нам необходимо тщательно перемешать. Готовый фарш перекладываем в чистую емкость. В принципе, у нас все готово. Пюре я приготовила заранее, как я вам говорила. Фарш у нас готов. Также у нас готов сыр и 2 куриных желтка. Заранее разогреваем духовку до температуры 200 градусов и подготавливаем противень. Застилаем противень куском пергамента и пергамент слегка смазываем растительным маслом. Осталось сформировать наши супер зразы. Для этого первый слой у меня идет фарш. Далее я кладу столовую ложку картофельного пюре. Затем я выкладываю чайную ложку сыра и сверху все это дело накрываю опять фаршем. Формирую вот такие вот котлетки. Эти зразы у меня получаются довольно-таки крупные. Конечно, можно было бы их сделать поменьше, но мне неохота возиться. Я их легче потом разделю при подаче напополам. То есть одна такая зраза — это 2 порции. Общим весом такая зраза получается 200-250 грамм. Получилось у меня их ровно 6 штук. Как-то так.
Теперь нам необходимо помыть помидоры, а также нам понадобятся желтки от 2 яиц. Этими желтками мы будем смазывать поверхность наших котлет. Режем помидоры на дольки, на полоски, как вам угодно, и сверху выкладываем на наши зразы. Выпекаем в духовке при температуре 200 градусов 1 час 15 минут. И вот такая вкуснотища у нас с вами получилась. Можно раскладывать по порциям. Как видите, ничего сложного, осталось пожелать только вам приятного аппетита. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравился рецепт, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые диетические рецепты, а также новости про здоровье и про похудение. Всем пока-пока!